Hello Russian learners, Anastasia here, and in this video I'm going to take you on a tour around my parents' dacha. You are going to learn some Russian dacha vocabulary. I'm going to show you everything as it is in real life. I will not hide anything. And at the end you are going to find out why I like coming here and what I like doing here when I'm alone at the dacha. So, пошли! Калитка. Заходим в калитку. Это дом. Это баня. Это забор. Сначала идем в баню. Вообще, у меня уже есть отдельное видео про русскую баню на канале Russian Path. Ссылка будет в описании. Вы можете посмотреть, как русские парятся в бане. Заходим. И попадаем в предбанник. Что такое предбанник? Если вы знаете слово перед, что значит before или in front of, то вы понимаете, что такое предбанник. Это место перед баней. То есть место, где мы отдыхаем или раздеваемся перед тем, как идти в баню. Здесь у нас есть кровать. Здесь я сплю, когда тепло. Есть кресло, полотенца, специальные шапочки для бани. И очень важная вещь, здесь у нас есть обогреватель. Вот он, обогреватель. Вы не поверите, но даже летом в России бывает холодно. Поэтому, когда выходишь из бани, где очень жарко, хочется быть тоже в теплом месте. Поэтому я всегда включаю обогреватель, когда выхожу из бани. Вообще, я люблю тепло, не люблю, когда холодно, поэтому мне очень важно, чтобы в предбаннике было тепло. Ну, а это у нас картина, которую нарисовала моя сестра. Я не знаю, кто это, но вы видите здесь. Моя сестра, когда была маленькая, ходила в художественную школу и очень хорошо рисовала. Вот ее картина. И мы заходим в саму баню. И что у нас здесь есть? Давайте посмотрим. Конечно, здесь есть мочалки, чтобы мыться. Есть ковшик, тазики. Есть веник. Не знаю, видите вы его или нет. Вот он, веник. Опять же, в своем видео про баню я подробно рассказываю, для чего нужен веник. Ну и это у нас печка. Опять же, здесь немножко темно, но если вы посмотрите мое видео про баню, вы ее обязательно увидите, и мой папа вам покажет, как нужно правильно топить баню. А мы идем дальше. Выходим из бани.
И идем дальше. Идем сюда. Здесь у нас есть бочка. Бочка с водой. Здесь у нас теплица. Здесь растут огурцы. Давайте посмотрим, насколько большие у нас выросли огурцы. Так, есть здесь огурчики. Ну вот они маленькие, ну вот есть побольше. А вот с этой стороны тоже есть. Очень вкусные у моих родителей огурцы. Можно их есть свежими, можно мариновать, солить. В общем, делать заготовки на зиму. Овощи – это клетчатка, поэтому сейчас мы будем есть мясо и овощи. Это самое лучшее сочетание. Здесь у нас цветы. Вы видите, у моей мамы очень много цветов, совершенно разных. Я даже сама не знаю названия всех цветов на русском, поэтому я вам не буду говорить, просто покажу. И идем дальше. Здесь у нас растет картофель. Там малина. Здесь у нас яблоня, но яблоки здесь маленькие, и никто их не ест. Идем дальше. Здесь у нас вишня. Очень вкусное варенье получается из вишни. Может быть, в этом году будет хороший урожай вишни. Это черная смородина. Очень вкусный чай получается, если заваривать листочки черной смородины. Идем дальше. Вот это интересное место. Сейчас я вам покажу. Это у нас печка. Тоже печка. Не такая, как в бане, но ее тоже можно топить. И, например, когда на даче нет электричества, мы здесь готовим еду, греем чайник и так далее. На даче часто отключают электричество, к сожалению. Но что поделать? На печке иногда даже вкуснее получается еда. Здесь у нас есть качели. Это маленькие качели для детей. Здесь качаются мои племянники. Вы уже знаете, как их зовут. Артем и Арина. Это маленькие качели. Ну а вот там есть другие качели. Но я вам потом покажу. Дальше идем. И это сарай. Заходим. Сарай – это место, где мы храним всякие полезные вещи. Ну, во-первых, здесь лежат дрова. Дрова, чтобы как раз-таки
топить печку в бане или печку на улице. Вот их как много здесь. Мама и папа запаслись дровами надолго. Что еще здесь есть? Ну, всякие вещи, типа здесь есть лейка, чтобы поливать. Есть ведро, шкафчик со всякими другими вещами. Что еще здесь есть? Здесь есть лестница. Ну и всякие другие мешки. Я даже не знаю, что в них находится. Еще здесь есть лопаты. Да, и всякие садовые инструменты, чтобы работать в огороде. А мы идем дальше. И главное чудо дачной жизни – это дачный туалет. Конечно, сейчас у многих людей уже хорошие дома с хорошими условиями. Ну, а у нас настоящая традиционная дачная жизнь. И, конечно же, мы не можем ее представить без дачного туалета. Еще не открывается. Вот это чудо, изобретение дачников. В общем, если вы хотите прочувствовать всю прелесть дачной жизни, приезжайте к нам, и мы вам покажем. Закрываем. И у нас здесь еще есть бочки. Опять бочки с водой. Здесь у нас есть компостная яма. Туда бросают всякий мусор, органический мусор, то есть то, что может гнить. И потом это используют как удобрение. Здесь у нас еще одна теплица. Сейчас мы через нее пройдем. А пока я вам покажу, что у нас растет. Здесь у нас растет горох. Дальше салат, лук, морковь. И морковь у нас растет вместе со свеклой. Это свекла. Почему? Потому что они вместе очень хорошо растут, помогают друг другу. Ну, дальше опять лук, цветочки. Здесь тоже лук, морковка, кабачки. Это кабачки. Вот вы видите, уже есть здесь маленький кабачок. И пойдемте в теплицу. Здесь у нас растут помидоры.
Вот видите, они еще зеленые, но скоро уже поспеют. Скоро будут красные. Давайте пройдем через теплицу. И выходим прямо к качелям и к песочнице. Ну, в песочнице, как вы уже догадались, играют мои племянники. И вот качели, здесь очень классно отдыхать. Очень классно отдыхать. Какое солнце сегодня. Ну, а рядом с качелями у нас растет вот этот куст шиповника. Точнее, это не шиповник, а шиповная роза. Вы ее видели в одном из моих видео, но, к сожалению, она уже отцвела. То есть цветочков уже почти нет. Но вообще они очень вкусно пахнут. А мы идем дальше. И, наконец-то, мы заходим в дом. Вот такой у нас маленький домик. И сейчас я вам покажу, что там находится. Обязательно снимаем обувь. Потому что всегда в русских домах мы снимаем обувь и надеваем что? Надеваем тапочки. Вот я надела тапочки. И сначала посмотрим, что у нас здесь в прихожей. Как ни странно, зимняя одежда. Хотя зимой мы на даче не живем, потому что в доме у нас нет отопления и нет печки. Так что жить здесь в холодное время года невозможно. Ну, опять же, здесь всякая всячина. Здесь у папы хранятся всякие инструменты, вещи, отвертки. В общем, ничего интересного. Здесь у нас есть, опять же, веник, но не такой веник, как в бане, а немного другой, чтобы подметать пол. Корзинка. Здесь же лежат доски, которые будут когда-нибудь нужны для чего-нибудь. Мои родители всегда хотят что-нибудь улучшить на даче, поэтому у них здесь хранится то, что им бы пригодилось в будущем. Ну, опять же, детские игрушки моих племянников, дрель. В общем, такое место, где хранится все. Можно сказать, кладовка. Там вход на крышу, но там ничего нет. Здесь, опять же, чудо дачной жизни. Еще один туалет. Опять же, когда холодно ходить в туалет на улице, например, ночью, или когда уже осень и по ночам холодно, можно использовать это чудо-изобретение. Ну и здесь тоже чудо техники, магнитофон, который
мне купили, когда мне было 9 лет, и он все еще работает. Ну, а мы идем в комнату. Точнее, сначала мы идем на кухню. Это кухня-столовая. Здесь мы и готовим, и кушаем. Стол, стулья, чашки. Раковина, кран. Вода здесь только холодная. Вода здесь из скважины. Она очень чистая, но только холодная. Так что подогревать ее нужно самим. А подогреваем мы ее на плитке. Вот у нас есть такая электрическая плитка. Мы можем ее вот так вот включить, и она нагреет нам воду в чайнике. Есть маленький холодильник, микроволновка. В общем, все как на обычной кухне. Выключим. И зайдем в спальню, в комнату. Это единственная комната в доме. Вот такой у нас маленький домик. Здесь у нас кровать, где спят мои родители, кресло, кровать, где сплю я, когда холодно, когда жарко, я сплю в бане. Опять же, незаменимая вещь, тоже обогреватель. Тоже, когда холодно, мы его используем. Ну, а холодно здесь бывает часто. Что еще здесь у нас есть? Здесь у нас есть, конечно же, шкаф для одежды, маленький телевизор, родители смотрят. Я не смотрю, у меня есть интернет, хотя интернет здесь ловит плохо. И, как ни странно, лучше всего интернет ловит в бане. Да, это очень странно, но тем не менее это так. Ну вот, собственно, и все. Я вам показала всю нашу дачу. Не очень-то она у нас и большая, но тем не менее, думаю, что вам понравилось. Если захотите приехать, милости просим. Хотя сейчас это, наверное, трудно. А расскажите, у вас, может быть, есть дача или дом, что у вас там есть, что вы там делаете. Ну, а я пока с вами прощаюсь. До следующей встречи. Пока-пока. Juraría que no sé bien lo que quiero, pero sé que moriría si me quedo en la mitad. Por eso vuelo a otro sendero para conocer el mundo de verdad. Aún no es tarde, pero así me estoy sintiendo. Y aparecen tantos miedos que no me dejan pensar. Y tengo sueños de amores nuevos y me cuesta imaginar lo que vendrá. Cambio dolor por
por libertad. Cambiar heridas por un sueño que me ayude a continuar. Cambio dolor, felicidad. Que la suerte sea suerte y no algo que no he de alcanzar. Juraría que no sé bien lo que quiero, pero sé que moriría si me quedo en la mitad. Por eso puedo a otro sendero para conocer el mundo de verdad. Aún no es tarde, pero así me estoy sintiendo. Y aparecen tantos miedos que no me dejan pensar. Y tengo sueños de amores nuevos y me cuesta imaginar lo que vendrá. Cambio dolor por libertad. Cambio heridas por un sueño que me ayude a continuar. Cambio dolor, felicidad. Que la suerte sea suerte y no algo que no hay de alcanzar. Cambio dolor por libertad. Cambio heridas por un sueño que me ayude a continuar. Cambio dolor, felicidad. Que la suerte sea suerte y no algo que no hay de alcanzar. Tengo sueños de amores nuevos y me cuesta imaginar lo que vendrá. Cambio dolor por libertad. Cambio heridas por un sueño que me ayude a continuar. Cambio dolor, felicidad. Que la suerte sea suerte y no algo que no ha de alcanzar. Cambio dolor por libertad. Cambio heridas por un sueño que me ayude a continuar. Cambio dolor, felicidad. Que la suerte sea suerte y no algo que no ha de alcanzar.